Друзья, всем привет! Ну что, посмотрим на это? Классный, минималистичный, свежий дизайн сайта с классной типографикой, с точными правильными расстояниями, с анимацией, очень аккуратной, минималистичной, но которая поддерживает стиль этого сайта, с моушенами, очень органичными, не кричащими, с иконками, которые явно не выдуманы искусственным интеллектом, а которые добавлены из правильных репозиториев, типографика, которая имеет смысл, а не просто случайно подобрана, с очень аккуратными минималистичными тенями, закруглениями, ну и в принципе с ощущением неслучайности от всего, что происходит здесь на сайте. Ну и еще что немаловажно, данный сайт сделан только на HTML, CSS стилях и JavaScript. Никаких других фреймворков, только чистые технологии, которые наверняка большинство из вас знает. Ну и что самое классное, вся эта красота сделана с помощью одной нейронки Gemini от Google. И более того, я вам скажу, что и вы можете сделать себе такую же красоту, которая выглядит так, будто вы заплатили профессиональному дизайнеру для того, чтобы у вас появился свой сайт. Ну что, погнали делать себе такую же красоту? Тогда с вас лайк, подписка там внизу, комментарий и смотрим до самого конца. Это очень важно. Спасибо. Мы с вами здесь, в принципе, много говорим про то, какими нейронками мы пользуемся, какими инструментами мы пользуемся. Здесь, в этом видео, мы будем пользоваться только лишь одним инструментом, это Google Antigravity. Поэтому сходите вот на этот сайт, поищите Google Antigravity, скачайте в себе. Google, как мы видим, дает бесплатный какой-то юзаж и даже говорит, что есть какой-то reasonable, нормальный лимит на использование этой нейронки в неделю. И действительно, я вот пользуюсь какое-то время, и весь этот сайт я построил с помощью Antigravity, и лимиты я пока никакие не пробил, поэтому устанавливайте себе Antigravity, либо пользуйтесь любой другой средой разработки, которая вам нравится, и погнали делать сайт. Мы, в принципе, с вами давно уже обсуждаем методы и способы, с помощью которых можно строить себе нормальные, нестыдные сайты. И в последнее время я много экспериментирую именно с Google Gemini Pro и нащупал путь, с помощью которого можно реально строить нормальные сайты, которые не выглядят так, как будто бы они построены нейронкой, а действительно крепко, не случайно. Ну вот, например, как выглядит этот сайт. И первое, с чего мы начинаем, когда мы работаем с этой нейронкой, это с некоторого референса, с одной секции, которую мы можем построить сначала, и на основе которой мы будем развивать весь остальной дизайн на этой странице. И здесь мы подходим к базовому вопросу, а каким образом я буду искать референс. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим сразу несколько ресурсов, которые позволяют быстро найти вдохновение и найти ту самую целевую секцию, с помощью которой мы построим весь остальной свой сайт. Первый сайт называется Superhero. Этот сайт известен тем, что он содержит как раз коллекцию крутых hero-секций, на основе которых мы можем уже начать делать свой дизайн. Если мы посмотрим на него, то мы увидим огромное количество первых посадочных секций, не самих страниц, а секций, на которые попадают наши пользователи, когда приходят на наши веб-сайты. И мы можем найти уже некоторую первую секцию, которая, допустим, нам очень понравится, и мы захотим стартовать свой дизайн с этой секции. Я сам большой поклонник минималистичного дизайна, аккуратного, с большими пространствами, с классными расстояниями. И вот я выбрал себе такую секцию. Давайте ее откроем. Она так выглядит. Здесь крутой помидор. И я вижу, что это секция какой-то дизайн-студии, но у меня-то уже в голове идея сделать сайт для магазина здорового питания или для фермерского магазина. И я вижу, что здесь есть прекрасное сочетание классной типографики, которую мы можем переиспользовать, по крайней мере, ссылку или референс, на который мы можем использовать. Классная hero иллюстрация, которая точно нам подойдет. Мы не будем, естественно, ее использовать как есть, но мы будем использовать ее как ссылку или референс для нашей нейронки. Но еще мне очень нравятся здесь вот эти элементы по краям, классные расстояния, и вот эта аккуратная подпись тоже меня прямо не оставляет равнодушным. Прямо мне все нравится. Давайте ее прямо забирать и идти в наш Antigravity. Не пугайтесь, если вы никогда не пользовались средой разработки, то мы прям будем идти по шагам, тут ничего страшного нету. Сейчас наш статус-кво, мы открыли Antigravity в какой-то вот пустой папке, здесь вообще ничего нету, и мы будем прямо все делать с нуля. Первое, с чего я начну, я добавлю здесь каталог, который называется .agent, и внутри этого каталога я еще один добавлю, который называется Workflows. Это, в принципе, стандартная штука для Antigravity или любой другой среды разработки. Сюда мы можем поместить некоторые
некоторые промпты или, скажем так, workflows, команды, которые мы прямо потом сможем использовать из нашего чата. Это создано для того, чтобы мы потом не переписывали одни и те же промпты много раз. Почему это важно, мы сейчас посмотрим. Я сюда закидываю 2 маркдауна, вот я их назвал 1 старт и 2 structure. Я их просто всегда использую для начала дизайна. И здесь описаны, это вот лично мои наработки. Я описываю, каким образом мне нужно создать нашу первую страницу. Здесь довольно много текста, но я сразу указываю, что нам не нужно создавать сейчас страницу целиком. Нам нужно создать только секцию, использовать только HTML, CSS и JavaScript, никаких фреймворков, вообще ничего, для того, чтобы самый обычный рядовой человек мог этого все повторить. В принципе, вы можете под себя итеративно создать такую команду и пользоваться ей. Я же что делаю сейчас? Делаю мега простую штуку. Я вставляю картинку с помидорчиком, которую мы с вами уже обсуждали, нажимаю слэш, и вот у меня как раз мой выбор из команд. Да, антигравити, конечно, работает вообще так себе, всегда соскакивает что-то. Интерфейс интерфейсом, главное, что нейронка нормально пашет, и нажимаем старт. То есть, по сути, сейчас антигравити получил такую команду: у тебя есть картинка, и у тебя есть команда или у тебя есть инструкция не создавать полностью сайт, создай мне идеальную первую секцию, которая будет максимально похожа на эту картинку. Попробуй скопировать фонты, то есть шрифты, попробуй сделать все, что нам нужно для того, чтобы мы максимально приблизились к этому результату. У нас будет много раз спрашивать продолжить, не продолжить, всегда нажимаем продолжить. Кстати, если что, ссылки на все ресурсы, которыми мы пользуемся, я кладу всегда в свою бесплатную телеграм-группу, ссылка на нее в описании, залетайте, прям забирайте все, что мы использовали, все ресурсы, ссылки на них будут там. Так, он только что нам создал файл index.html, давайте на него посмотрим. Смотрите, выглядит прикольно, он сюда сразу запихнул все стили, скрипты, которые нам нужно. Кстати, он использует иконки Iconify или фонты, которые я указал в своей инструкции номер 1. Это как раз сделано для того, чтобы мы использовали все open-source, чтобы наша нейронка могла это подтягивать, использовать сразу у нас в дизайне, а мы не импортировали ничего отдельно. Кажется, что нужно пойти и открыть index.html. Так, вот наш index.html, в принципе, нормально. Давайте посмотрим на картинку, с которой мы брали пример. Смотрите, что мне нравится, что я сразу вижу. Мне нравится его попытка понять, что это был за шрифт. То есть он, в принципе, угадал, что это шрифт с засечками, какие-то, скажем так, формы, отдаленно напоминающие оригинал. Мне нравится, что он понял, что здесь моноширинные фонты для secondary, для вторичных хедеров. Более того, нейронка даже сгенерировала изображение по референсу, которую мы ей дали. Смотрите, мне очень нравится то, что я отметил сразу в оригинальном референсном изображении. Эти, скажем так, элементы, которые разнесены влево-вправо. И наш любимый элемент, то есть рукописный шрифт. Давайте посмотрим. Да, он даже понял, что это шрифт. Он не попытался скопировать это как картинку. В принципе, первый подход очень неплох. Конечно же, нам нужно продолжать делать наш сайт, и как минимум он должен быть на русском языке, потому что это наши фермерские продукты или магазин здорового питания. Возвращаемся в антигравити. Сейчас в антигравити я просто нажимаю /2, и это вызывает мою структуру. Здесь мега простая штука, но я заметил, что так работает круче. Я всегда прошу нейронку, когда у нас есть первая секция, которая нам более-менее нравится, сразу обозначить, что у нас мега структурированный сайт, сделай все так, чтобы каждая секция была на своем месте, не миксуй их в одно. И это должно привести к тому, что у нас всегда будет отдельно выделенный хедер, отдельная main-секция, отдельный футер, и все остальные секции, которые мы будем добавлять, он будет добавлять внутри main. Но почему это имеет значение? Потому что после этой команды он сразу обозначит общую структуру, ширину главной секции, и это уже сразу сделает наш макет крепче. Это просто личная моя находка, пользуйтесь ей тоже. Поэтому я нажимаю /2, структура, и запускаю. Здесь пока от нас ничего не требуется, и это даже, в принципе, не приведет к значимым изменениям в самом макете. У нас закончилась эта команда, и теперь, если посмотреть на HTML, то он прямо выглядит так, как мне нравится. Он гиперструктурированно, да, у нас есть отдельная header-секция, смотрите, есть отдельная теперь main-секция, и внутри уже есть hero-секция, то есть наша секция с томатом и главным посылом. И даже он сразу выделил футер, на будущее нам это явно пригодится. Дальше пошли скрипты. Кстати, обратите внимание, он добавил скрипт, который добавляет текущее время, и мне нравится, что тут тоже такой красивый моноширинный шрифт, и, в принципе, выглядит прикольно. Класс. Лайк.
Возвращаемся в наш антигравити, и вот с этого момента начинается то, что многие из вас так ненавидят, и многие из вас так любят, начинается тот самый vibe-дизайн, потому что сама концепция заключается в том, что вы что-то спрашиваете у нейронки, она вам отвечает, делает какие-то изменения, вам что-то нравится, что-то не нравится, вы продолжаете, говоришь, измени здесь, измени там, то есть вот на таком простом, скажем так, настроении мы делаем дизайн. Поэтому я так и пишу, давай изменим тексты на этом сайте, они должны быть про магазин здорового питания на русском языке, сами тексты придумай, соответствующие тематики, больше ничего не меняй, только тексты. Грамматика сохранена, так сказать, погнали смотреть, что из этого получится. Друзья, если вам нужен будет исходный код вот этот со всеми дополированными вещами, прямо и с командами, которыми мы пользуемся слово в слово, то обязательно забирайте его в про-группе. Ссылка на нее тоже будет в описании. И вообще, если вы развиваетесь в ИИ, обязательно заскакивайте в нашу про-группу. Так, и вот наш результат. Друзья, у меня это заняло 2 итерации. Обратите внимание, что, в принципе, он довольно круто нашел посылы, чистый вкус, живая еда, заменил сами верхние тексты. То есть теперь это адрес, который явно соответствует по его мнению русскому языку. Логотип изменился, да, натура, хорошо. Я его со 2-го раза попросил не менять вот эти шрифты, потому что для этого шрифта нету кириллического начертания, и мне, в принципе, нравится, что здесь именно вот такой посыл. House can wait, house может подождать, то есть некоторый chill добавляет. Теперь здесь уже понедельник-воскресенье вместо Monday-Friday. И смотрите, что мне нравится, классные расстояния, то есть, в принципе, когда мы делаем минималистичный дизайн, все очень сильно заточено на то, как мы пользуемся расстояниями между типографикой, между элементами. Мне очень нравится вот этот моноширинный шрифт, хорошо здесь держится. И обратите внимание, даже иконка, вот он ее забрал из нашей коллекции, потому что часто нейронки сами пытаются придумать иконки и сделать их в SVG, да, часто это какая-то лажа. Здесь все более-менее крепенько. Мне прямо вот очень нравится, как это все получается сейчас, прямо лайк. Единственное, что мы можем заметить, да, пока томат наш, он на белом фоне, хотя сам фон, да, у нашего сайта отличается, но это мы впоследствии можем поправить, это кажется сейчас не сильно критично. Вот здесь вижу точечка, конечно, после хозяйств, да, точку мы уберем, чтобы прямо было хорошо выровнено по правому краю. Мне, кстати, очень нравится, что вот эта надпись, она выровнена по правому краю, это добавляет чуть-чуть такой асимметрии, но которая классно смотрится на фоне всего другого такого асимметричного и классно играет вот с этим элементом, который слева от нашей картинки, прямо хорошо, мне нравится. Топ. И дальше нам пора развивать свою идею. Я придумал, что дальше должна быть секция некоторых преимуществ нашего магазина. И я, в принципе, знаю, и уже у меня есть идея того, как секция должна выглядеть, вернее, какая у нее должна быть структура. Давайте для структуры посмотрим другие сайты, на которых есть референсы. Я вот очень люблю сайт, который называется Bento Grids. Он собирает примеры как раз отдельных секций. Это секции, которые соответствуют, ну, скажем так, очень популярному веянию в современном дизайне. Наверное, Apple — это те ребята, которые дали старт этому веянию. То есть мы можем увидеть, что в презентациях Apple, что они часто вот любят разделять все свои презентации на такие сетки, которые не совпадают ячейками друг с другом, да, то есть это, в принципе, подход, который они популяризировали, и я думаю, что нам надо взять что-то из этого, пускай это будет довольно какая-то простая структура. Ну вот, кстати, мы пролистали, пускай будет какая-то простая, но такая прикольная структура. Мне главное, чтобы это были колоночки, классные карточки, и там хочу, чтобы были выделены какие-то преимущества нашего магазина. Я забираю эту картинку и пойду сейчас вставлять в свой антигравити. Так, я вставляю картинку и пишу. Давай добавим новую секцию, она про преимущества нашей компании. Структуру прошу тебя скопировать из картинки, которую я тебе дал. Задача — забрать структуру оттуда, подход к дизайну и анимации. Но при этом стиль переделать так, опечатка, при этом стиль переделать так, чтобы он соответствовал текущему дизайну страницу. При этом сами тексты тоже должны соответствовать тематике магазина здорового питания. Запускаем нейронку, посмотрим, каков будет результат. Ну что, он говорит, я готов, идем смотреть результат. Так, вот наш сайт, листаем вниз и видим нашу новую секцию. Наши преимущества. Почему выбирают
Natura, мы стремимся предоставить вам не просто продукты, а целый опыт здорового и осознанного питания. Кстати, нормальные нестыдные тексты, они не выглядят совсем уж ванильными, нормально. С текстами всегда легче работать, но обратите внимание на саму секцию. У меня это заняло 2 промпта. В первый раз он не сгенерировал нормальные анимации, просто были такие статичные карточки. Я потом допромптил его, чтобы он добавил анимации, и обратите внимание, как это теперь выглядит. Здесь очень прикольные анимации, которые не очевидны, но добавляют шарм завершенности. То есть, смотрите, вот здесь прикольная анимация. То есть, в принципе, у не hero, не главных анимаций никогда нету задачи забирать на себя внимание, а есть задача добавлять плавность и настроение к вашему сайту для того, чтобы ваш пользователь чувствовал себя хорошо, нормально на этом сайте. Я чувствую, что здесь прямо сейчас хорошо это все выглядит, здоровенько, особенно когда мы еще hero анимацию подправим, здесь будет вообще норм. И обратите внимание, что происходит. В чем была ключевая задача наша? Почему мы сначала сделали hero секцию, то есть главную секцию, и только после того, как мы сказали себе, что наша секция нас устраивает, мы начали делать вторую секцию. Ключ в том, что когда у нас есть первая секция, у нейронки есть, по сути, пример, на основе которого она генерит все оставшееся. То есть она теперь не пытается выдумать заново и генерит все оставшееся на основе уже готового кода, на основе HTML и стилей, которые есть. И теперь мы видим, насколько это классно работает. То есть нейронка генерирует все последующие секции, основываясь на секции, которые у нас уже есть. Кайф. Мне хочется добавить еще новой секции, которая будет раскрывать экосистему нашего предприятия. Сейчас я вам покажу ее. Теперь за остальными секциями я иду на другой сайт, пускай это будет mobbing.com, опять же, это будет в бесплатной телеграм-группе, все эти ссылки, не переживайте. Но этот сайт уже приколен другим. Здесь есть огромное количество секций, которые разбиты по категориям, здесь придется засайнапиться, но это бесплатно. Для того, чтобы посмотреть эти секции, вы можете найти всякие прикольные секции, скриншотить их, давать ваши нейронки и дальше уже говорить, мне вот эта секция нравится стилистически и по структуре, добавь, например, секцию, которая раскрывает преимущества экосистемы нашей компании. Я так и делаю. Я сейчас уже не буду подробно останавливаться, потому что концепт вы поняли. Ищем референсы, даем нейронки и описываем секцию, которая нам нужна. И сейчас промпт будет вообще мега простой. Вот я отдал картинку, там нормальная структура, которая мне понравилась. И я говорю, давай добавим новую секцию, она про экосистему нашей компании. Опечатка действует по такому же принципу, как и раньше. То есть он должен забирать структуры, анимации, но адаптить под наши стили и контент добавлять на русском языке. Погнали, давай посмотрим, что у нас получится. Ну что, наша секция готова, давайте на нее перелистаем. Смотрите, прикольная анимация, я именно вот этот вид анимации на скриншоте отдавал. И смотрите, как он распределил экологистика, локальные фермы, лаборатория, переработка. То есть он... Еще прикол в том, что я не особо сейчас морочился с текстами, то есть он самый контент придумал, и, опять же, иконки. Он забрал эти иконки из нужного нам репозитория, сборника иконок, и сделал вот такие прикольные анимации. Но вообще, я хочу сказать, что эта секция выглядит очень крепко, классно, причем с первого раза. Я предлагаю продолжить в том же духе, не особо останавливаясь. Я сейчас добавлю прайсинг, футер, и завершим уже этот сайт. Я вот нашел сайт, где такой мега-типовой прайсинг, где карточки есть с кнопками Get Started. Я прямо забираю скриншот этого прайсинга, иду себе в Antigravity, нажимаю там, сделай по такому же принципу мне прайсинг, адаптирую под мои стили, сделай с контентом на русском языке и посмотрим, что он нам отдаст. Так, ну что, листаем на наш прайсинг. Ну, блин, и прайсинг, смотрите, прайсинг адаптирован под нас на русском языке, и фонд, и прям классно, и прямо хорошие расстояния, и вот не выглядит это все очень душным, скомканным, и сразу прокинул сабхедеры и хедеры из других секций. Ну, прямо топ, если честно. Мне вот это очень нравится, что сейчас происходит. И футер мы можем посмотреть. Давайте тут переедем в другую сторону. Обратите внимание, что он создал сам логотип для натуры и прокинул этот же логотип еще и наверх. Ну, блин, это вообще топ. Единственное, что нам осталось, да, и что нам сейчас не нравится, это вот этот томатик, который как бы вообще не ок. Я предлагаю сделать из него классную анимацию по аналогии с видео, которое мы вот делали недавно.
недавно, обязательно посмотрите. Мы там будем другую нейронку от Гугла использовать, VO3. Я сейчас не буду сильно на этом останавливаться, просто покажу вам результат. Нас интересует тулза, который называется Flow. Это, опять же, инструмент от Гугла. И мы в прошлый раз им уже хорошо пользовались и разбирались, каким образом это работает. Единственное, что скажу, что нам сейчас понадобится инструмент, который называется «Ингредиенты в видео». И смотрите, у меня потребовалось несколько итераций, чтобы сделать по красоте. Вот у меня первый томат. То есть я дал просто картинку своего томата. И здесь вижу, что что-то его разрезает. Мне это не очень понравилось. Здесь у нас есть вторая иллюстрация, тоже опять нож разрезает. Надо сказать, что хорошо разрезает, но там в какой-то момент было видно, что это 4 секции томата. А вот здесь уже я сказал, что не должно быть никакого ножа, просто, пожалуйста, покажи мне, как он разрезается и распадается самостоятельно. Вот это уже было неплохо. И, наконец, вот эту анимацию, вот это видео, да, в принципе, здесь неплохо. Наверное, возьмем вот эту. Здесь можно нажать «Скачать», скачать в оригинальном размере и посмотреть, что у нас скачается. Вот у нас скачалось это видео. Я почитал комментарий под предыдущим видео. Там очень много переживающих было за огромный объем, именно вес анимации. Здесь, обратите внимание, я даже не буду с ним ничего делать, никак дополнительно нажимать, потому что все видео весит меньше 1,5 мегабайта. Для современной скорости интернета это вполне себе окей. Поэтому я забираю это видео и делаю такую инструкцию для Antigravity. Говорю, я добавил видео MP4, я его закинул прямо в каталог нашего проекта. Я хочу, чтобы ты заменил в Hero секции картинку на это видео. И дальше описываю конкретно, что я хочу сделать. Нажимаю Enter и посмотрим, что у нас за результат будет. Ну что, друзья, это заняло 3 промпта, не 1, но результат, вообще говоря, того стоит. Что было сначала? Он поставил эту картинку сразу хорошо, но вот эта надпись оказалась при мобильном размере под картинкой. Мне это не понравилось, я поэтому попросил его заменить. И, кстати, мы с вами ни разу не посмотрели, как это смотрится на мобилке. Давайте сразу откроем это на мобилке. Так, прекрасно, мне нравится. Здесь, конечно, чуть-чуть свисающее одно слово, с этим можно будет поработать, но, в принципе, хорошо. Обратите внимание, да, он перестроил эту секцию. Прекрасно, в секции все выглядит хорошо. И смотрите, я вот переживал за эту секцию, он ее нормально перестраивает, хорошо все это выглядит, да, и даже вот линия оказывается под иконками, это прекрасно, достойно. Сам прайсинг перестроил, и да елки-палки, если честно, это выглядит все топ. И не только для вайп-код дизайна, это выглядит все на очень хорошем уровне. В принципе, можно уже брать это, менять тексты под свои и закидывать себе на домен и пользоваться как своим профессиональным сайтом. Вообще говоря, топ. Я сделал еще пару промптов, дополировал, и если вам прямо нужен будет исходный код конкретно того, что получилось, то есть вот с этой классной анимацией, с всеми компонентами, которые здесь уже есть, то исходный код я положу себе в про-группу, ссылка тоже будет в описании, и вообще, если вы развиваетесь в искусственном интеллекте, то заскакивайте туда тоже, там огромное количество про-материалов, и все исходники из всех YouTube-видео, и не только. Там, короче, очень много чего происходит, обязательно туда заскакивайте. Ну а на этом мы будем с вами, друзья, прощаться. Обязательно оставляйте ваш коммент, лайк, подписывайтесь и до скорых встреч.